Мы привыкли управлять громкостью и панорамой миксов с помощью соответствующих фейдеров громкости и регуляторов панорамы. Но это не единственный вариант подобных операций. Сегодня я покажу вам кое-что более интересное. Что ж, начинаем. Несколько лет назад компания Isotope разработала инновационную систему Visual Mixer, которая впоследствии была существенно переработана и выглядит очень интригующе. Давайте посмотрим. Я открою плагин на мастер-канале, и в дополнение к нему на каждую дорожку микса мы добавим плагины Relay, которые будут сообщать всю необходимую информацию о громкости, панораме, соответственно, Visual Mixer. Чтобы добавить Relay на все дорожки в Cubase, мы используем функцию QLink. Прекрасно. На графическом интерфейсе Relay вы можете видеть фейдер громкости, регуляторы панорамы, а также регулятор ширины микса. Это нам однозначно пригодится. Далее открываем Visual Mixer и нажимаем на кнопку Mix Assistant. Вы видите, что плагин предлагает добавить Relay на все дорожки микса последними инсертами, но поскольку других плагинов мы использовать не будем, Relay стоит первым инсертом на дорожках. И дальше мы нажмем на кнопку Begin и попросим плагин сбалансировать микс для нас. Но прежде мы выберем парочку инструментов, которые будут главными в миксе. Это будет Serum 2 и Serum 3 Solo. Немного позже я покажу вам, в чем вся фишка. А теперь мы проиграем трек от начала и до конца. Шикарно. Направимся к результатам. Visual Mixer предложил нам настройки баланса для выделенных групп инструментов: Voice, Bass, Percussion, Musical и Focus. Теперь вы понимаете, что инструменты, которые мы дополнительно сфокусировали, будут выполнять в миксе ведущую роль. И они выделены на отдельный фейдер, то есть более удобно этим всем будет управлять. Теперь давайте послушаем результат. Явно слышно, что синтезаторы были выделены. Баса можем добавить, как и барабанов. Один из синтезаторов был выделен излишне. Давайте уточним классификацию инструментов. Edit Classification и посмотрим здесь. Bass High. Направим на Bass. Проверяем эффекты. Да, вот этот громкий синтезатор, который мы слышали, Synth Vermona, он находится в категории Voice, то есть мы сможем поправить его отдельно. Давайте еще поиграем с балансом. Вместо того, чтобы управлять громкостью отдельных дорожек, мы сейчас работаем с группами. Послушаем до обработки и после.
Сейчас малый барабан слишком громкий. А теперь он лучше сидит в миксе. И основные синтезаторы лучше прослушиваются. Сейчас баланс менее стабильный. А теперь намного более приятный. Нажимаем «Принять». И теперь в окне Visual Mixer мы видим, что все инструменты находятся на релятивных уровнях громкости. Что-то тише, что-то громче, так как и должно быть. Любые автоматические корректировки мы можем дополнительно подстроить уже вручную. Например, мы можем сделать малый барабан погромче. А вермону сделаем потише. С помощью вот этих нодов мы можем сделать звучание синтезатора более широким. Или более узким. Прекрасно. Но это все балансы громкости, по большей части. А что же сделать с панорамой? Панораму исправить в Visual Mixer вообще элементарно. Вы видели, что, изменяя громкость, я двигался по вертикальной оси. А панораму, соответственно, мы сможем изменять, двигаясь по оси горизонтальной. Друзья, сегодня мы разыграем лицензию на Isotope Neutron 3 Standard. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно подписаться на наш канал YouTube, а также в комментариях написать, какие инструменты в ваших миксах вы считаете самыми главными и почему. Напоминаю, что розыгрыш будет проходить на YouTube, поэтому комментарии следует оставить под видео именно там. Время проведения розыгрыша будет объявлено дополнительно в сообществе на YouTube. Давайте, например, спанорамируем синт Вермону немного вправо. Да, так намного интереснее. Но а что, если попробовать спанорамировать ее влево? Конечно, мы можем сейчас передвинуть инструмент, но а как потом проверить, какой вариант был лучше? Для этого мы воспользуемся снапшотами. Я сейчас сохраню снапшот A и передвину Вермону в другую сторону. Давайте перемотаем на этот момент и послушаем. Теперь Вермона находится слева. Сохраним снапшот B и попереключаемся между ними. Такой вариант мне нравится больше. А давайте теперь основной синтезатор отправим немного вправо.
и сделаем его пошире. Сохраним это все в Snapshot-C. И теперь попереключаемся между вариантами A, B и C. Один вариант панорамирования микса, другой и третий. Невероятно удобно. В большинстве DAW подобный функционал получить просто невозможно. Конечно, в Cubase я могу использовать снапшоты, чтобы сделать что-то подобное, но в окне одного плагина делать все эти манипуляции намного более наглядно. Если вы ищете свежие идеи того, как можно разнообразить свой рабочий процесс, попробуйте Visual Mixer, и он однозначно заставит ваши мозги взглянуть на ваши проекты совсем под другим углом. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Плывите к звуку.